Виталий Вячеславович, как бы вы охарактеризовали современную проблему с Ираном? Как будет развиваться ситуация? Да. Ну, ситуация вокруг Ирана очень напряжена, и в последнее время особенно много новых, так сказать, атак на Иран и много новых обвинений. И последнее из них связано с событиями в Газе, когда Запад и Израиль обвиняют Иран в том, что он снабжает оружием ракетным Хамас и Исламский джихад, организации, которые действуют в секторе Газа. И вот в связи с этим такая появилась как бы новая парадигма, особенно у израильских ястребов, тем, что надо нанести удар по Ирану для того, чтобы успокоить ситуацию в Палестине. Это совершенно очевидно, что атмосфера, то есть, сгущается с одной стороны, с другой стороны в Америке раздаются призывы к диалогу американцев с иранцами. Я думаю, что вот эти вот две позиции, они где-то, в общем, уравновешивают друг друга и означают, что с одной стороны Соединенные Штаты не хотят этой военной операции, видимо, склонны как-то попытаться наводить мосты, чего хочет и иранское руководство. С другой стороны, понятно, что иранское руководство не будет отказываться от той ядерной программы, которую он позиционирует как мирную, не признавая никакие обвинения в том, что он хочет создать ядерное оружие. И, видимо, будет эту программу продолжать. Поэтому, видимо, нужны какие-то коррективы вносить в тот международный курс в отношении иранской ядерной программы, который сегодня проводится. И вот сложность этой ситуации, повторяю, она не исключает резкое обострение ситуации. И, с другой стороны, она дает надежду на то, что, может быть, удастся этот кризис решить дипломатическим путем. Но, во всяком случае, мы знаем, что в Израиле есть значительное число людей, которые хотели бы совершить военный удар, нанести военный удар по Израилю, но, видимо, в одиночку они делать этого не будут. Вы знаете, в последнее время довольно активизировалась в экспертных кругах и среди обычного общества проблема Нагорного Карабаха. Как вы думаете, что это значит? Проблема действительно будет разрешена или это просто очередной виток в обсуждении? Я не являюсь большим оптимистом по поводу перспектив решения карабахского конфликта, поскольку стороны очень давно ведут переговоры, которые пока ничем не кончились, и каждая из сторон пока остается при своем. Найти решение очень трудно. Все инициативы Минской группы не встречают понимания либо у одной, либо у другой стороны. И процесс находится в руках президентов Армении и Азербайджана, которые периодически встречаются. Идет утечка о каких-то инициативах и возможном поэтапном урегулировании. Мне кажется, что пока время для этого не пришло. А как вы оцениваете нынешние российско-турецкие отношения в связи с сирийской проблемой и разницей взглядов на ее решение? Я уверен, что серьезные разногласия по сирийской проблеме не нанесут ущерба российско-турецким отношениям, поскольку они базируются на очень мощной общности интересов, прежде всего экономических, на том, что Турция и Россия друг для друга являются важнейшими экономическими партнерами. У нас есть мощные гуманитарные связи, связанные с тем, что Турция – это тюркское государство, у нас живет много этносов тюркского происхождения, и 4 миллиона, почти 4 миллиона российских туристов ежегодно отдыхают в Турции. Множество турецких фирм работает в России, и до сих пор, до сирийского кризиса, у нас практически не было серьезных политических разногласий. Я думаю, что несмотря на эти разногласия, в целом российско-турецкие отношения не пострадают, потому что налицо очень мощная заинтересованность каждой из сторон в том, чтобы они сохранялись в благополучном положении, в хорошем русле и продолжали развиваться.